Друзья, бакинский товар лучше парижского. А шпроты у нас сегодня будут лучше рижских. Всем салам с канала Каспийский берег. Как вы поняли, мы сегодня будем готовить шпроты. Шпроты из нашей каспийской килечки. Друзья, килечку нашу сначала нужно промыть. Хотя, с другой стороны, знаете, что ее мыть? Она у нас сегодня свежая. Значит, свежая килька — это большой дефицит. Найти кильку мороженую, можно найти свежемороженую, прямо с корабля, как говорится. Но вот такую свежую кильку найти у нас большая проблема. Это не так просто. Но сегодня мне повезло, килька у меня свежая. Мы ее слегка все-таки промоем. Ну а дальше посмотрим. И встречаются вот такие экземпляры, тоже очень крупные. Антон. Друзья, рыбку теперь хорошенько посолю. Вот оно, друзья. Каспийское серебро. Друзья, рыбку хорошенько я посолил. Вот так мы ее подержим часа два, я думаю, будет достаточно. Пусть часа два вот так постоит, просолится. Потом начнем ее коптить. Друзья, прошло 2 часа. Ну, насчет того, что будем сразу коптить, я поторопился. Значит, каждую рыбку, вернее, вот на каждую такую шпажку металлическую, да, нужно насадить, сколько поместится рыбок. Потом мы их будем сушить. Ну, недолго. Рыбка мелкая, я думаю, часа будет достаточно. И только потом начнем коптить. Так что чуть-чуть я поторопился. Через глаз еще лучше получается, друзья. Буду через глаз колоть. Стараюсь выбирать, ну, одинаковые по размеру. Ну, насколько это возможно. Друзья, вот так по 25 штук получилось. Больше нельзя, слишком плотно будет, тогда плохо прокоптится. Надо еще умудриться, чтобы между ними хоть какое-то расстояние было. Ну вот так. Максимум 25 штучек. Посмотрим. Может, буду меньше делать. Одна шпажка готова. Поехали дальше. В общем, на каждой шпажке, друзья, где-то 20-22 штучки. О, ну как нам? Хватит на пару дней. Друзья, теперь нашу килечку, которая пока еще килечка, пока не шпрота, мы должны высушить. Я решил сушить ее прямо в коптильне, чтобы далеко не уходить, как говорится. Вот так мы ее развесим. Здесь у нас хороший морской бриз, так что она высохнет, я думаю, очень быстро. Мелкая рыбка. Час-полтора ей хватит. Вот так. Распределим, чтобы расстояние было обязательно между рыбками, чтобы сохло легче и коптилось, чтобы лучше.
Вот такой у нас мини-рыбный завод получился, друзья. Пусть часа полтора, я думаю, хватит. Просохнут хорошенько и будем коптить. Друзья, рыбка отлично высохла. Вот прямо отлично. Сейчас она у нас должна красиво закоптиться. Так, я думаю, время добавлять стружку, друзья. Уже накалилась. Все, стружка начала дыметь. Значит, моя задача, друзья, что я должен сделать? Это не классическое какое-то горячее копчение. Мне не нужно, чтобы здесь рыба у меня пропеклась одновременно с копчением. Мне просто нужно, чтобы она хорошенько подкоптилась, приобрела красивый золотистый цвет, ну и дымок, соответственно. А пропекаться она здесь не должна, потому что мы ее дальше еще будем обрабатывать. Сейчас закрываю крышкой. И буквально полчаса будет достаточно. Как я и говорил, друзья, прошло полчаса, и температура всего лишь 40-50 градусов была. Больше я не поднимал. Они, видите, подзолотились. Мне больше и не нужно. То есть они приобрели тот цвет, какой и должен быть у шпрот. Все, друзья, теперь вот так аккуратненько снимаем. Посмотрите, какие симпатичненькие. Теперь нам что нужно? Отрезать им головы. Потому что шпроты бывают без головы. Копченые головы для кошек. Так, их сюда. Целая куча шпрот будет. Друзья, на сковороду выльем слегка растительного масла. И начинаем укладывать наших рыбок. Вот таким вот образом. По кругу. Теперь, друзья, всю эту красоту посыпаем опять горошком, перчиком. Так, слегка. Добавляем лавровые листики. Тоже немножко. Вот так сверху. Чуть-чуть я досолю это дело. И теперь, друзья, вот это все мы заливаем растительным маслом. А теперь, друзья, вот эту красоту, этот наш шпротный пирог отправляем на огонь. Закрываю крышкой, друзья. И теперь на небольшом огне. Это у нас не должно жариться ни в коем случае. Это будет такой слегка такой бульканье, я не знаю. Это кипением масла, не знаю, не назовешь. В общем, на такой небольшой температуре часа полтора вот эта рыбка у нас будет доходить. Чтобы это у нас получились настоящие шпроты. Друзья, уже вот так полтора часа сижу. Даже чуть больше.
Буквально по одной досочке забрасываю. Потому что нам нужно, чтобы ни в коем случае это сильно не кипело. Чтобы вот так вот, посмотрите. Томление в масле, я не знаю. Пошли. Это шпроты. Домашние шпроты, друзья. Это так, на всякий случай, друзья. А это, друзья, черный ржаной хлебушек, поджаренный на железке. Ну как вам, друзья? По-моему, ничего вышло. Посмотрите, симпатичненькая. Сейчас посмотрю, как она на вкус. Шпрота. Она самая. Очень похожа на заводскую. Чуть-чуть, может быть, отличается, но в общем похоже. Приготовлено почти по ГОСТу, почти. Полностью не получается, но вот как смог, друзья. Но вкус хороший, это самое главное. Сейчас мы сделаем такие классические бутербродики из шпрот. Значит, берем наш поджаристый хлеб. Разрезаем его. Вот такие. Так, для этого классического такого шпротного соуса нам нужен майонез. Нам нужен чесночок. Пару зубчиков будет достаточно. Так, чеснокодавилка. И сюда его. Немножко укропа. Укропчик сюда, друзья. И вот так вот мы замешиваем. Это вкусно даже без шпрот. Берем соленый огурчик, друзья. И вот так в длину. Тонюсенькими кусочками. Теперь берем каждый кусочек, друзья. Мажем вот этим прекрасным соусом. Вот так. Теперь вот по огурчику, друзья, кладем. Вот по такой вот долечке тоненькой. Оп и оп. Так, почти готово. Так, теперь килечки. Вернее, уже шпроты. Кладем вот так. Так, возьмем зеленый лучок. Это чтобы завершить картину, как говорится. И вот так на каждый бутербродик. По 2 штучки. По-моему, лучше, да, так? И это последний штрих. Все, друзья, можно употреблять. Очень приятное сочетание. Вот все эти ингредиенты. Супер. Бутербродики классные. Друзья, вот что я подумал, да, про эту рыбу, про эту кильку. Она у нас, по крайней мере, очень дешевая. Ну, наверное, она везде дешевая, в принципе, мелкая рыбка. У нас она самая дешевая рыба. Но при всем при этом очень вкусная. И все те же витамины, все те же полезные вещества, какие-то минералы, которые содержатся в других рыбах, в кильке,
само собой тоже они присутствуют, они есть. Даже возможно, что концентрация еще больше. Я к чему? Мы иногда пренебрегаем такой мелкой рыбкой, как килька, например, да? Но мы должны понимать, что эта рыба дикая, то есть она не выращенная, то есть она максимально полезная для человека. Вот покупать такую килечку, готовить ее, шпроты, можно мариновать, можно солить, все что угодно. По-моему, очень классная идея. Так что всем советую, друзья. Просто, очень вкусно и хорошая альтернатива дорогой рыбе, так скажем. Бутербродики. Фонтан. Очень вкусно сегодня, друзья. А эту рыбку, конечно же, я ее сам не съем. Я поделюсь ею с моими друзьями и близкими. Пусть тоже наслаждаются дарами Каспийского моря, друзья. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте. До новых встреч на Каспийском берегу. До свидания.